Всем привет, друзья! В предыдущей серии я рассказал, как мы 2 дня шли до Градирин. Как в первый же день потеряли 2 человек из нашей группы. Что нашли посреди сгоревшего леса. Как попали в радиоактивное пятно, которое оказалось совсем не пятном. Где нашли картину, которая практически не подверглась разрушению. И как нам спалось в сталкерской хате. А в этой серии посмотрим на невероятных масштабов сооружения, называемые градирнями. Присаживайтесь поудобнее, в правую руку берите любимый напиток, под левую ставьте закусочку, и мы начинаем. 4 часа ночи, пробираемся через ночной лес, идем в сторону Градирень. Да, ночью по лесу. В Чернобыльской зоне идти прикольно. Выйдя с ЗРК Волхов, наша задача была дойти до моста, ведущего на остров, пока еще не рассвело. При этом расстояние было довольно немаленькое, сами смотрите. Вот, собственно, сам этот остров, чтобы вы имели понимание, о чем я говорю. Вот Градирни, вот 5-й энергоблок. И совсем рядом находится ЧС, вот 4-й энергоблок, что в принципе добавляет мне немножко опасности. Вот получается мост, через который мы переходили. И тут смотрите, в чем загвоздка. Вот первое место, в котором можно перейти. А вот второе. Здесь, естественно, прямо у ЧС никто не будет переходить, там сразу спалят. Получается только одно место. И если нас на острове кто-то заметил и позвонил ментам, то ментам достаточно просто вот здесь на дороге стать, и они нас не пропустят, по сути. Ну, нам тяжело будет их обойти. Всем привет! Мы находимся уже на острове, где находятся Градирни и 5-й энергоблок. Сейчас в лесу дожидались, пока рассветет. Мы шли сюда ночью. В прошлой серии мы остались в сталкерской хате. К сожалению, нормально поспать там не удалось. 2:30 мы уже проснулись, позавтракали и выдвинулись в сторону этого острова. Сюда нужно было заходить именно пока темно, потому что рядом находится оживленная трасса, по которой люди едут на работу. И если бы мы шли засветло, спалиться было бы нефиг делать. Так же самое уходить будем, когда уже темно. У нас сегодня целый день. Гуляем по этому острову и смотрим, что здесь интересного. Да. Да, я как раз об этом подумал. Посмотреть. Сколько раз видел Градирню на видео, она всегда казалась эпичной, но вживую это в разы круче. Она огромная просто.
можно просто в нее зайти. Там не надо дверей. Там здесь, там просто ты внутрь заходишь. Идем. Это опасная зона, поэтому здесь мы ведем себя уже максимально аккуратно. Нам ни в коем случае нельзя попасться и спалиться. Это очень эпично. Это просто офигенно. Куб заметил какую-то будку, непонятно, что там. В теории это может быть какая-то будка сторожа, хотя вероятность мало. Вроде чисто. Заходим. Хотя будка в натуре похожа на будку сторожа. Не сфоткать нельзя, согласен. Тут сквозняк, жесть просто. Гагарин. Это метров 100, да. Как тебе градирня? Вот впечатления такие же масштабы, как от дуги. На дугу смотришь, так монументально масштабно. Алло. Здесь Только ниже. Как тебе градирня? Очень круто. Реально даже впечатление, как будто вот Хеопский пирамиды видел. Внутри. А где картина? Гагарин, ты говори. Мне кажется, что... А, там маленькая градирня еще есть, да. Что это такое? Что это такое? Попер. Ты 11 раз был в зоне, но первый раз в градирне. Как тебе? Шикарно. Есть колоссальное настроение. Вот картина. Рядом с большой еще маленькая недостроенная градирня. Сейчас посмотрим. Это не факт, что тут достроенное. Ну да, она может почти достроенная.
Это такая же, только, видишь, ее только начали строить и бросили. Какие такие продолжения денег? А дуга, прикинь, сколько дугу стоило построить. Больше, чем дороже, чем 4-й энергоблок стоило. На 2 миллиарда, по-моему. И в итоге толку от нее никого не было. Она практически же не работала. Русский дятел. Заходим. Большой микрометр, это точно. Слишком арматура брошена. Все, это метр алюминий, блядь. Странно, что его не вывезли отсюда. Слышишь? Тут. Здесь видно еще мародеров мало, смотри, алюминий-то валяют. Да? Чисто такое гладиаторское, да? Ага, Колизей. Ты не думал, был. Я помню, был. Болтяра. Кое-что, к сожалению, я все-таки на этом острове не заснял. Если кто-то смотрел ролики МШ, помните дом, в котором он ночевал на рыболовной ферме? Так вот, мы после того, как посмотрели 5-й энергоблок, пошли искать воду. Мы думали, что вода совсем рядом, ну я думаю, туда-обратно, думаю, сходим, камеру с собой не взял. Получилось совсем наоборот. Мы довольно долго искали воду, проходили через эту ферму, через дамбу. Было много интересных кадров. Когда дошли до озера, в 200 метрах от нас два лося пили воду, ну и еще мы успели в этом озере покупаться. Так что, к сожалению, некоторые интересные кадры не были сняты, но что уже поделаешь. Так, посмотрите, кто Она типа снимает кучу. Улыбайтесь, там кадр делает. Она быстрее фотографии. В следующей серии мы посетим 5-й энергоблок, который своими масштабами поразил нас всех. А наш проводник Бобер после 5-го энергоблока сказал, что смотреть больше нечего, при том, что он 12 раз был в зоне и первый раз был в 5-м энергоблоке. По его словам, после него Припять — это скучнейшее место. Мы нашли в 5-м энергоблоке легендарное окошко с видом на 4-й энергоблок, видели зал реактора и многое другое. Поверьте, 5-й энергоблок не оставит равнодушным никого. Если видео вам понравилось, ставим палец вверх и пишем в комментариях, как вам это монументальное сооружение. Лично я просто был поражен, когда увидел Градирни вживую.
Если ждете следующий выпуск, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, тогда вы сразу же получите уведомление о выходе новой серии.